Илья уже направлялся к кассе, но резко остановился. Ноги подкосились, а на спине выступил холодный пот. «Нет, солнышко, я не могу купить». Из-за магазинной полки донесся знакомый до боли женский голос. «Ну, мамочка, ну, пожалуйста, ну, купи!» Дрожащим голосом упрашивала девочка. «Я так хочу эту куклу!» «Я не могу, Оксанка, правда!» Высокая блондинка наклонилась к малышке. «Но я всегда мечтала о такой кукле. Она красивая, как принцессочка». Огорченный ребенок уже не мог сдержать слезы. Мама выпрямилась и потянула за собой всхлипывающую девочку. Они прошли мимо, не заметив Илью, хватающего ртом воздух. Он попытался взять себя в руки и вскоре уже высматривал в толпе покупателей высокую фигуру молодой женщины и девочки, как две капли воды, похожие на мать. Под влиянием внезапного порыва бросил в корзину куклу, из-за которой расплакалась малышка, и решительно направился к кассе. Сердце бешено колотилось в груди. Это была она. 6 лет назад она бесследно исчезла из его жизни, не потрудившись даже объяснить почему. Илья пытался разыскать ее, но тщетно. Он тогда чуть с ума не сошел, и даже спустя годы разлуки он мысленно возвращался в прошлое, пытаясь понять, что произошло. Время притупило боль, и Илья полагал, что ему удалось забыть эту женщину, что его чувства давно перегорели, но теперь все стало на свои места. Ника по-прежнему была его самой большой любовью. Время не лечит. Это было так не кстати, так бессмысленно и абсолютно безнадежно. У него не хватило смелости подойти и заговорить после того, как она поступила с ним. Когда Ника рассчиталась за покупки, он ринулся к экспресс-кассе, где не было очереди, заплатил за куклу и бросил ее в пакет, стараясь при этом не потерять из виду знакомую фигуру. Двинулся за ними. Ника с дочерью прошли мимо паркинга, потом свернули в переулок. Илья сделал то же самое, бросив машину на стоянке. Крался за ними, пока они не вошли в желтый дом в конце переулка. Подождав еще на всякий случай около получаса, вернулся на парковку, сел в машину и поехал в отель. Когда он приезжал в родной город, ночевал у матери. Но сегодня, после этой случайной встречи, он хотел побыть один. Слишком много грустных воспоминаний было связано с отчим домом. Ночью он долго не мог уснуть. Ника ничуть не изменилась, словно и не было этих лет. Конечно же, теперь она замужем. И девчушка такая очаровательная, так похожа на маму. Счастливая семья. Их роман продолжался недолго, но был таким ярким. До встречи с Никой он и не представлял, какой страстной, всепоглощающей может быть любовь. Рядом с Никой он сам становился лучше, она затронула самые тонкие струны его души. Илью пригласили в ночной клуб на Мальчишник. Ника там танцевала на пилоне. От нее невозможно было отвести глаза. Илья пил коктейль за коктейлем, чтобы добавить себе смелости и заказать приватный танец. Как изумительно она танцевала! Он не смог удержаться, встал и привлек ее к себе. «Нет, прошу вас, мне нельзя это делать», – прошептала она. «Не с клиентами». «Я не хочу быть твоим клиентом», – прошептал он в ответ. Он влюбился с первого взгляда и решил, что Ника тоже, ведь она дала номер своего телефона. Они встречались почти каждый день в ее съемной квартирке, потому что Илья тогда жил с матерью. «Скажи, что будет дальше?» Однажды несмело спросила Ника. «С нами». «Как это что? Мы будем жить долго и счастливо». Воображала. Печально отозвалась она. «Мы такие разные. Ты окончишь универ, найдешь прекрасную работу, будешь делать карьеру, а я всего лишь танцовщица. Это все, что я умею.
Твоя семья никогда не примет меня. Конечно, Илья понимал, что в чем-то любимая права, но тогда это казалось неважным. Он любил эту девушку. Для него она была самой красивой, самой интересной и умной из всех, кого он встречал в жизни. Рядом с Никой никто и ничто не имело значения. Даже недовольная мать, вечно раздраженная его постоянным отсутствием дома. «Мне все равно, только бы быть рядом с тобой. А когда я окончу универ, мы поженимся. А ты перестанешь работать в ночном клубе, найдешь себе другую работу». «Ой, какой ты наивный! Если бы все было так просто!» «Но ведь все действительно просто», — уверенно говорил Илья. «Все устроится наилучшим образом, вот увидишь». У него не было и тени сомнений по поводу их будущего. Он знал наверняка, что хочет быть с ней всегда. Когда в очередной раз Илья не появлялся дома несколько дней, мать закатила скандал, и ему пришлось объясниться. «Я познакомился с девушкой, ночую у нее». «Что? С какой еще девушкой? А как же Надя?» Мать когда-то решила, что дочь ее начальницы – идеальная кандидатка на роль жены Ильи, и из кожи вон лезла, чтобы свести их вместе. Постоянно приглашала начальницу с дочерью в гости на обед. Только Илья был равнодушен и к планам своей матери, и к Наде. На томительных для него мероприятиях он был вежлив и не более того. Девушка, которую пророчили ему в невесты, не вызывала у него ни чувств, ни интереса. Надежда – симпатичная девушка, но ничего особенного. Я люблю другую, она станет моей женой. Ты, наверное, шутишь. Мать была взбешена ответом. Надя – великолепная партия, порядочная девушка из хорошей семьи. Я хочу, чтобы у меня была именно такая невестка. Ты хочешь, а как же мое счастье? Мое мнение не считается? Сынок, не делай глупостей, прошу тебя. Мать подбоченилась. И что это вообще за девушка, с которой ты встречаешься? Она учится с тобой? Ты с ней познакомишься. Может, она придет к нам в воскресенье на обед. Илья наивно надеялся, что Ника сразу понравится его матери. Только давай, пока не будем говорить маме о твоей работе. Скажем, что ты официантка. Вот именно, ты должен стыдиться меня. И неудивительно, я сама стыжусь того, как зарабатываю. Вовсе я не стыжусь, но моя мать довольно специфичная. Лучше, чтобы она пока не знала. Понимаешь? Понимаю. Тот обед стал кошмаром. Ника держалась безупречно, скромно и тактично, а хозяйка вела себя по-настоящему мерзко, надменно и бесцеремонно. До прямых оскорблений дело не дошло, но полный отвращения тон и откровенное хамство не оставили сомнений Нике здесь не рады. «Мама, что ты творишь?» «Не понимаю, о чем ты, сынок?» «Извините, я пойду». «Нет, Илья, не провожай меня. Увидимся завтра». «А чему ты удивляешься? И эта девица просто ужасна», заявила мать, когда Ника ушла. «Макияж слишком яркий, слишком высокая, еще и блондинка. А ты знаешь, что говорят о блондинках? К тому же и еще работает официанткой. И ты собираешься с этой особой провести всю свою оставшуюся жизнь?» «Да», — рявкнул Илья на мать, впервые в жизни. «И работа моей будущей жены — моя забота, а не твоя». На следующий день Ника выглядела грустной, но не стала обсуждать обед у матери Ильи. И он понадеялся, что девушка не приняла это близко к сердцу, считал, что нечего переживать и обсуждать тут тоже нечего. «Самое главное, что я тебя люблю, и мы будем вместе. Это наше личное дело, и одобрение моей матери нам для этого не нужно». Ника печально улыбнулась и обняла Илью. Месяц спустя она просто исчезла без объяснений.
Квартира оказалась пуста, номер телефона больше не обслуживался. Сообщения в мессенджерах так и не были просмотрены. В клубе ему сказали, что несколько дней назад Ника уволилась, и больше ничего. Никуда она уехала, ни нового адреса. Илья стоял под ее домом дни напролет, пока, наконец, не увидел хозяина квартиры. Тот пришел сдать это жилье новому квартиранту и, конечно, не знал ничего о дальнейшей судьбе Ники. Илья не знал, как пережить исчезновение любимого человека, не мог смириться не с тем, что его бросили, а с тем, как именно она это сделала. Просто пропала из его жизни самым циничным образом, как будто он ничего для нее не значил, как будто не существовал. «Этого следовало ожидать», — говорила мать, которой Илья доверился, находясь в полнейшем отчаянии. «Я так и знала, предупреждала же, что она вертихвостка, говорила, что она тебе не пара». А на выходных мать опять пригласила на обед свою начальницу вместе с дочерью. Это стало последней каплей. Илья понял, что задыхается. Решил, что ему необходимо изменить свою жизнь, сбежать от матери, иначе все это плохо закончится. Чудом сдал очередную сессию в универе, потом перевел документы в другой город, где учился его товарищ по лицею. Тот обрадовался, предложил пожить у него и пообещал, что обязательно поможет найти работу. «Ты переезжаешь? Вот так вдруг? А как же учеба?» В голосе матери звучали гнев и обида. «А как же я? Как же Надя? Как же все наши планы?» Илья побледнел от бешенства и изо всех сил сжал зубы. Едва сдержался. Безумно захотелось высказать матери все, что накопилось в душе. Откуда-то взялась уверенность, что разрыв с Никой произошел из-за нее, из-за того проклятого обеда, из-за планов матери женить его на Надежде. Хотя вполне возможно, что дело в самой Нике. Мать не виновата, что Ника поступила так подло. «Я буду навещать тебя, мама. Это всего лишь другой город, а не край света». Несмотря на мамины протесты и истерики, Илья все же уехал. На новом месте ему сразу стало легче дышать. Здесь ничего не напоминало о Нике. Не было парка, в котором они гуляли и целовались на укромной лавочке под раскидистой ивой, улиц, по которым Илья провожал ее домой, киоска с цветами, где он все время покупал ей розы. И не было матери, постоянно устраивающей скандалы и навязывающей ему свои планы на его будущее. Шли годы. Илья окончил универ, нашел хорошую работу, купил квартиру, вжился в город. Когда приезжал к матери, всякий раз выслушивал рассказы о чудесной жизни Нади. А ведь мог бы стать частью этой жизни, если б захотел. Постоянно повторяла мать. Еще и не поздно. Наденька еще не вышла замуж и все время передает тебе приветы. Тебе давно пора остепениться. Не нравится Надя, так на ней свет клином не сошелся. Когда ты уже, наконец, познакомишься с порядочной девушкой. В такие моменты Илья просто молчал. Он не стремился устроить личную жизнь, не хотел. После Ники и той боли, что он испытал, он ни за что бы не решился на новые отношения. Думал, что перегорел. Случайная встреча с Никой разбередила затянувшуюся рану. Илья решил, что должен с ней поговорить, задать вопрос и получить ответ, закрыть эту страницу своей жизни, чтобы можно было двигаться дальше. Он покинул отель на рассвете, а потом несколько часов, как дурак, сидел в машине под тем желтым домом, кусал губы в панике, когда приходило в голову, что он ошибся, и Ника здесь не живет, а только кого-нибудь навещала. Но ведь у нее были ключи. Убеждал сам себя. Снова сомневался и уже почти уехал. Ника вышла из подъезда, держа дочурку за руку. У Ильи сердце выпрыгивало из груди, когда он шел следом,
стараясь оставаться незамеченным. Он хотел выбрать момент, когда Ника будет одна, без ребенка. Вскоре они дошли до детской площадки. Ника села на скамейку, а малышка побежала на качели. Больше не колеблясь, он быстро подошел. «Привет, Ника». «Илья?» Она изумленно вскинула глаза, а потом сделала то, чего он ожидал меньше всего. Расплакалась. И тогда он тоже поступил не по плану, как когда-то в клубе, крепко прижал ее к себе и поцеловал. «Где же ты был? Где?» Ника всхлипывала, уткнувшись в его плечо. «Я думала, что уже никогда тебя не увижу, что ты никогда не вспомнишь обо мне и никогда не узнаешь, что у тебя есть дочь, что твоя мать говорила правду». Ника призналась, что однажды его мать пришла к ней в клуб. Кто-то из друзей доложил, где работает и чем занимается Ника. Мать Ильи устроила безобразную сцену, кричала и угрожала, велела держаться от сына подальше, рассказала о Наде и о грядущей свадьбе, обещала, что если Ника помешает этим планам, то очень горько пожалеет. «Твоя мать говорила, что это твоя обычная мужская прихоть, что таких, как я, у тебя много, но женишься ты только на Наде, и если я не оставлю тебя в покое, то она позаботится о том, чтобы я больше никогда не смогла танцевать. И если пожалуюсь тебе, ты рассмеешься мне в лицо, потому что она пришла по твоей просьбе. Она убедила меня и напугала. А еще мне было противно и стыдно. А если ты такой, как говорила твоя мать? Поэтому я сожгла все мосты. А потом оказалось, что я жду ребенка. Я даже хотела сообщить тебе, но гордость не позволила. Прости меня». «Так это моя дочь? Сколько ей лет?» «Оксанке уже 5». Илье хотелось завыть. Значит, он потерял целых 5 лет. Весь день они провели вместе, а вечером Илья поехал поговорить с матерью. «Я встретил Нику, я все знаю». Мать побледнела и опустилась на стул. «Но ведь это для твоего добра, сынок. Она тебе не пара. Для тебя...» Залепетала она и неожиданно умолкла, глядя на страшное выражение лица своего сына. «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить тебя, мама?» Медленно и внятно сказал Илья. Повернулся и вышел из отчего дома, плотно закрыв за собой дверь. «Как это, Илья?» Неслось вслед. «Возможно, когда-нибудь», — тихо сказал он, спускаясь по лестнице, «если сильно постараюсь». Илья сел в машину. На заднем сидении все еще лежала кукла в розовом платьице, и он решил сразу же отвезти ее доченьке, Оксанке. Илья улыбался. Впервые за эти годы он был действительно счастлив. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.